Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Мунаши Сагымбаева Разбакова написан пятитомный роман-эпос в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел свою книгу на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на интернет-сайте epos-manas.com для продажи. Кто хочет, может приобрести там электронные варианты моей книги. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Глава 10. Победа Манаса над ханом Текесом. Все, что богатырь Манас рассказывал людям о Текесе, было правдой. Хан разозлился на победу кыргызов и начал собирать воинов против них. Когда армия Манаса отправилась из Алтая в Алату, сбор калмыцкого войска был в самом разгаре. О кыргызов пухлому, среднего роста, светлолицому Текесу рассказал непобедимый богатырь Култан, уроженец Учтурфана, города Карасу. Спасаясь от кыргызской армии, он поскакал в город Текеса, Терс-Майо. Култан, одетый в синий шлем, облаченный в синий панцирь, кожаные штаны, держа в руке длинное копье, опасался погони. Поэтому он, непрерывно оглядываясь назад, нигде не останавливаясь, Култан ехал несколько дней без передыха. Только увидев вдалеке высокий храм Терс-Майо и его чернейшие сады, богатырь почувствовал себя в полной безопасности и замедлил шаг черного коня, покрытого кожаной кольчугой. Не доезжая до главных ворот города, Култан остановился в расположенном вдоль дороги густого яблоневого сада. Через него протекал Арык. Напоив из него коня, калмак не спеша с удовольствием умылся. Затем, сняв свою запыленную от дальней дороги одежду, встряхнув 5-6 раз, он снова надел ее. За это время богатырь немного отдохнул. Он снова сел на коня, жадно щипавшего зеленую траву вдоль Арыка. «Не обижайся, мой верный друг», — ласково похлопал по шее лошади среднего роста, темноволосый, широкоплечий, желтолицый Култан. «Когда доеду до города, в волю накормлю тебя сеном, сам тоже покушаю и отдохну». Дав шпору коню, калмак через некоторое время въехал в город и отправился во дворец Текеса. По пути богатырь проехал через мастерские кузнецов, фруктовый рынок и несколько извилистых узких улочек. Дворец хана, построен из обожженного кирпича, украшенный горными камнями и окруженный высоким железным забором, находится в центре города. Вход в него осуществляется через большие двухстворчатые деревянные ворота. Их круглосуточно охраняют стражники, вооруженные длинными копьями и мечами. Култана, сообщившего о себе начальнику охраны, вскоре ввели в приемную Текеса два высоких, огромных охранника. Войдя в комнату, калмак приветствовал ханя, восседавшего на золотом троне. «С какой целью ты пришел ко мне?» — вопросительно посмотрел на гостя Текес. «Повелитель», — печально ответил Култан, — «я пересек гору Азат, город Карасу, Учтурпане, перевалил через Джилдыз и добрался до тебя, Терс-Майо». «О, Боже, кто это тебя так напугал? Дай я тебя приведу в чувство».
Издевательски рассмеялся хан. Не смейся надо мной, повелитель, нахмурился Калмак. Меня не так-то просто напугать, я любому могу дать сдачи. Но на этот раз мне пришлось бежать, потому что к нам едет Манас. Кто он такой? Высокомерно спросил Текес. Он несносный человек. Манас, потомок кыргызских алашей, и все уйгуры в битве погибли от него. Сколько людей старались одолеть его, но все напрасно. Не поднимая меча, без выстрела, отправился на тот свет хан Кырмуш. Дагалаки был разбит вдребезги дубуром. Если ты не подготовишься, мы все погибнем. Я пришел к тебе с этими плохими новостями. Поверь, в моих словах нет ни капли лжи. Если не заранее сообщишь об этом ханам Акунбешиму и Урго, не соберешь мудрецов, нам придется туго, и Манас всех нас уничтожит. Когда Култан, закончив свою речь, заплакал, как ребенок, Текесу стало не по себе. Судя по тому, что ты дрожишь от страха, видать, действительно силен Манас у кыргызов, заговорил дрожащим голосом хан. С тех пор, как я стал ханом, алаши не могут приблизиться не то что к Бежину, а даже к Харашару или Кумуну. Однако, как бы ни был хорош Манас, он не сможет взять Алуки и сразиться с ним. Да сбудутся твои слова, мой хан, ответил Култан, утирая слезы. Оповести всех, чтобы прикончить Манаса. Кыргызы придут завтра, если не сегодня. Я тоже буду служить тебе. Дай мне товарища. Согласившись, Текес вызвал к себе колдуна по имени Куяс, а затем позвал своих лучших воинов. Отправляйтесь в путь группами 40-50. Снайперы, не знающие промаха, храбрецы, добивающие своего, и молодцы, никогда не теряющие присутствие духа, сказал Текес. Идите на восток, где заканчивается гора Кунгой. Если с Ички-Ульбеса выйдет враг, немедленно убегайте. Пусть одна ваша половина вернется, а вторая останется. Приезжайте ко мне и доложите обо всем. Хан выбрал 60 воинов из лучших снайперов, храбрецов, мудрецов, красноречивых, остроглазых и отправил их на разведку. После их отъезда поздно ночью приехал Куяс, среднего роста, скуластый, смуглый, толстый мужчина. Это очень хорошо, что ты пришел, обрадовался Текес, увидев его. Повелитель, почему так поспешно вызвали меня? Спросил с тревогой колдун. Печально покачал головой хан. Тебе бы не спрашивать, а мне не отвечать. Произошли неожиданные события. После этого рассказал Куясу все, что узнал от Култана. Не бойтесь ничего, горделиво произнес колдун после того, как хан закончил свой рассказ. Когда с востока находится Каспан, Каканчин, а на западе Тырготы и Ахбишим, Бог лишил разума бурутов, что они напали на нас. Если вы испугались этих бродячих алтайцев в 60 кибиток, то и вас Бог покарал. В самом деле, покраснел от смущения хан. Почему я так запаниковал из-за малочисленных кыргызов? Если мы только дунем, разве их пепел не развеется над землей? Кто в мире может победить китайцев? Никто. Живите 1000 лет, похвалил хан Акуяс. Теперь вы пришли в себя. Такому хану, как вы, не пристало бояться кого-то. Да, расстроенно ответил Текес. Меня ошарашил этот негодяй Култан. Когда он начал плакать и превозносить Манаса, я оробел, как ребенок. У страха глаза велики. Когда колдун расхохотался, хану пришлось притворно засмеяться. Успокоив хана, Куяс оседлал коня и с 6 товарищами поехал в густой лес, который закрывал вход в долину,
где должны были проехать кыргызы. С помощью колдовства он превратил лес в вооруженную рать и на рассвете вернулся обратно к Текесу. «Мой хан», — улыбнулся колдун, — «когда у тебя есть непобедимая многочисленная армия, зачем беспокоить Акынбишиму?» «О чем ты говоришь?» — удивился Текес. «У меня ограниченное по количеству войска». «Поезжай со мной», — предложил Куяс. «Тогда станет ясно, что ты не прав». Поняв, что за его словами скрыта тайна, хан молча сел на коня и поехал за колдуном. Добравшись до леса, он увидел, что какие-то вооруженные воины полностью перекрыли вход в широкую долину. Богатырь Текеса Шунгур схватил свое копье. Чтобы убедиться, что они люди, он напал на них. Неизвестные воины сами атаковали Шунгура и повалили его на землю. Напуганный Шунгур был вынужден бежать. Хан, забыв о своей погибели, остался доволен искусством Куяса. «Молодец, колдун!» – похвалил он. «Мне нечего бояться, когда ты рядом. Даже если все буруты мира соберутся, я всех одолею». Текес, окончательно поверив Куясу, совершил серьезную ошибку, отказавшись от своего намерения отправить посланника в Вилябин и Орго Акынбишиму. Ибо на 4-й день на его землю вторгся монарх с 600 тысячами воинами и в долине увидел огромное войско калмаков. Избранный командующим армией кыргызов сын Памбара, Айдархан и другие богатыри пришли в его палатку, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Повелитель», — с тревогой произнес Айдархан, — «у Текеса очень много воинов. Посмотри, его армия не поместилась в степи. Когда я оглянулся, мне показалось, что у нас всего 4 человека. Может, не стоит нападать на калмак, вернуться обратно?» «Что ты такое говоришь?» – разозлился монах. «Струсив, как баба, избежав от калмаков, куда пойдешь? Куда убежишь, если их армия атакует нас? К тому же мы не способны провалиться под землю или спрятать там свою голову и скот, или взлететь на небо. Так что хватит говорить глупости». Разъяренный монах оседлал Акулу и решил сразиться с калмаками. Тут к нему подъехал Бакай. «Богатырь», — сказал он, — «позволь мне высказать свои соображения». «Говори», — разрешил монах. «Позволь мне пойти на разведку. Я подойду к их охране. Когда калмак увидит меня, я сделаю вид, что убегаю. Когда они начнут преследовать, вы уничтожите их и освободите меня». «Я согласен. Если хочешь на разведку, иди». Бакай взял свое оружие, помолился Богу, повесил винтовку Алмабаш на спину и привязал колчан к поясу. Он обошел Сары-Учук и через перевал Мойулду отправился на разведку. Монах, чтобы подстраховать его от возможных преследователей из калмаков, остался позади него ущелья. Поднимая облако пыли, Бакай доехал до лошади, до леса и остановился на открытой местности. К его удивлению, калмаки не сдвинулись с места, хотя прекрасно видели его. «Бог покарал калмаков», — встревожился богатырь. «Почему они не атакуют меня и не пытаются взять в плен? Нет ли здесь какого-нибудь подвоха?» Чтобы испытать врагов, он вплотную приблизился к ним и протянул свое копье. В ответ вся армия также вытянула копье. Когда Бакай крикнул, они закричали еще громче. Богатырь взял в руки ружье, калмаки в точности повторили его движение. «Что они теперь сделают?» – подумал удивленный Бакай и вытащил меч. Калмаки тоже вытащили мечи и молча уставились на него. Стоило богатырю обругать их, как они вырвались следом. «Да это колдовство!» – рассмеялся Бакай. Воины также стали смеяться. Поняв, что к чему,
богатырь вернулся к Манасу. Это не армия, а волшебство, весело сказал Бакай. Если мы не найдем этому противоядия, понапрасну погубим войско. Надо вернуться назад, посоветоваться с мудрецами. Манас неодобрительно покачал головой. Я обещал себе не смотреть зря и не отворачиваться от врагов. Как я могу уехать от них, когда они стоят прямо передо мной? Надменно произнес богатырь. Бакай не ответил ему, молча поехал обратно. Оставшись в одиночестве кровопийцу, обуяла гордыня. Взяв винтовку от кельте, Манас выстрелил в сторону врага. Когда многочисленное войско ответило, раздался мощный грохот стрельбы. Находившиеся от них на расстоянии полудневного пути кыргызы, услышав эту пальбу, вздрогнули от неожиданности и пришли в неописуемое волнение. «Что это?» – испугался Айдархан. «Земля ли провалилась в тартары, или громадная гора с грохотом рухнула?» Манас ушел один за Бакаем. «Давайте узнаем, что с ним». Все воины поспешно оседлали лошадей и поехали на водочку к Манасу. Через некоторое время к ним навстречу выехал из-за желтого холма Бакай. Он рассказал, что увидел и узнал. Встревоженные кыргызы поскакали к лесу. Там они увидели Манаса, ослепшего из-за многочисленных выстрелов, беспомощно лежавшего на дне оврага, как новорожденный слепой щенок. «Дорогой мой, ты смел, но безрассуден, неосмотрителен», – пожалел Манас Бакай. «Я же говорил тебе, что это волшебство, а не рать. Почему ты не послушался меня?» «Прошу прощения», – виновато ответил богатырь, понуро глядя на землю. «А теперь найдите способ и верните мне зрение, брат». Подумав немного, Бакай отправил расторопного, легкого на подъем 14-летнего Бозула в Кумарок, чтобы найти Хаджу Абу-Насыра. Тут же, отправившись на путь, юноша встретил Хаджу в долине Торункай и привел его к кыргызам. Бакай рассказывал ему о случившейся беде. Абу-Насыр прочитал молитву, после чего глаза Манаса прозрели. Затем, по приказу Хаджи, 700 воинов щедро рассыпали порох среди заколдованного войска. Они отошли за реку и подожгли фитиль. Послышался мощный взрыв. На беду Куяса пламя стало пожирать все вокруг. В считанные минуты тростник солома, вся растительность вокруг сгорели дотла. Заколдованный лес полностью сгорел, и путь Терсмайо был открыт. Кыргызы бросились в город без колебаний. По дороге любители поединка и выстрелов скакунов обрадовались тому, что эти земли плодородны, жители Текеса богаты, и в изобилии имеется много хороших пастбищ для выпаса скота. От приятного открытия кыргызы взревели от восторга, а богатыри, гремя, как весенний гром, напали на город, как ураган. При виде такого многочисленного врага воины Текеса пали духом. Не в силах оказать достойное сопротивление, они начали убегать. Преследуя их, армия Манаса ворвалась в город, как разбушевавшийся поток. Некоторые кыргызы разных мест стали угонять по 5-6 тысяч лошадей. Другие, с ревом погоняя своих лошадей, избивали конюхов, калмаков и отбирали у них доспехи. «Не трогай баб, они будут тебе помехой пути». Было полно и таких воинов, останавливающих друг друга и позволяя трогать женщин. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.